Фаза третья. После освобождения. А теперь коснемся третьей фазы лагерной жизни, третьего раздела нашего психологического очерка о концлагере, психологии освобожденного лагерника. Описание этих переживаний никак не может быть безличным. И я хочу вернуться к той главе, где было рассказано, как после нескольких дней величайшего напряжения мы увидели над лагерем белый флаг. Душевное напряжение сменилось расслабленностью. Но ошибается тот, кто думает, что среди нас воцарилась радость. Как же это было на самом деле? Вялыми, медленными шагами плетемся мы к лагерным воротам. Нас буквально ноги не держат. Пугливо оглядываемся, вопросительно смотрим друг на друга, делаем первые робкие шаги за ворота. Странно, что не слышно окриков, что нам не грозит удар кулака или пинок сапогом. О нет, теперь все иначе. Конвоиры предлагают нам сигареты. Да их вообще не узнать, конвоиров. Они успели переодеться в гражданское платье. Медленно бредем дальше по подъездной дороге. Ноги так болят, что, кажется, вот-вот перестанут служить. Но мы тащимся вперед. Нам хочется в первый раз увидеть окрестности лагеря. Вернее, в первый раз увидеть их глазами свободного человека. И вот мы выходим на волю. На волю, повторяем мы мысленно. И все-таки не можем этого как следует осознать. За годы тоски по воле, за годы, когда она так обманчиво манила нас всех, само это понятие как-то потеряло реальность, поблекло. Оно утратило определенность. Оно противоречит реальности. Сегодняшняя действительность еще не вошла как следует в сознание. Добираемся до луга. Видим цветы. Все это как бы принимается к сведению, но все еще не вызывает чувств. Первая маленькая искорка радости вспыхивает, когда нам на глаза попадается петух с роскошным ярким оперением, но она остается всего лишь искоркой. Мы еще безучастны. Садимся на скамью под каштаном. Что выражают наши лица? Бог знает. Ведь весь этот мир пока не производит на нас никакого впечатления. Вечером все снова в своей землянке. Люди подходят друг к другу и потихоньку спрашивают: «Ну скажи, ты сегодня радовался?» И тот, к кому обращались, отвечал, откровенно говоря, нет. Отвечал смущенно, думая, что он один такой. Но такими были все. Люди разучились радоваться. Оказывается, этому еще предстояло учиться. То, что испытали освобожденные лагерники, в психологическом аспекте можно определить как выраженную деперсонализацию. Все воспринималось как иллюзорное, ненастоящее, казалось сном, в который еще невозможно поверить. Ведь часто, слишком часто в последние годы мы видели подобные сны. Снилось, что этот день настал, что можно идти куда хочешь. Бывало, видишь, что ты уже вернулся домой, поздоровался с друзьями, обнял жену, и теперь сидишь за столом и рассказываешь обо всем, что было, даже об этих снах, и радуешься, что теперь, наконец, это не сон. Как вдруг 3 пронзительных свистка над ухом, означающих беспощадное подъем, вырывают тебя оттуда, из волшебного сна, даровавшего тебе эту вожделенную свободу. И что же, теперь надо все-таки поверить? Теперь свобода действительно стала действительностью.
Но это действительно так. Тело очнулось раньше, чем душа. И с первого часа, когда это стало возможным, мы начали есть. Нет, жрать. Ели без конца, часами, целый день, даже ночью. Когда кто-нибудь из доброжелательных окрестных жителей приглашал лагерника, он ел. Он пил кофе, и вдруг у него развязывался язык, и он начинал рассказывать без конца, часами. Вдруг отпускает тяжесть, давившая человека годами. Было впечатление, будто тебя толкает какой-то внутренний импульс, заставляя освободиться, выговориться. Мне рассказывали, что нечто сходное происходит с людьми после кратковременного, но сильного напряжения. Например, после допросов в гестапо. Проходит дни. Много дней, прежде чем развяжется не только язык, но и освободится что-то внутри. И внезапно почувствуешь, что в душе у тебя рухнул какой-то барьер. С нее упали какие-то оковы. И вот идешь полем, просторным полем. Высоко над тобой носятся в небесах ласточки, и ты слышишь их ликующее щебетание. Людей не видно. Ничего нет вокруг, только цветущий простор, и небо, и ласточки в нем. И тогда замедляешь шаги, останавливаешься, оглядываешься вокруг и падаешь на колени. Ты не так много знаешь в это мгновение о себе самом и об окружающем мире, но в твоем сознании всплывают слова молитвы. Только они. Из теснин воззвал я к Господу. И ответил мне Господь и вывел меня в простор. Память не сохранила, как долго ты стоял на коленях, как долго повторял эти слова. Но в этот день, в этот час началась твоя новая жизнь. Это тебе известно. И ты шаг за шагом вступаешь в эту жизнь, снова становишься человеком.